Всем привет! Давайте сегодня поговорим на очень чувствительную тему, связанную с оправданием нацизма. Я прочитал новость о том, что девушка в Туапсе прикурила сигарету от Вечного огня на горке героев. Я представляю, где это находится, в Туапсе. Ей выдвинули обвинение. Есть статья Уголовного кодекса Российской Федерации 354.1. Реабилитация нацизма. Читаю. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, наказываются штрафом и сроком до 3 лет. Не буду все зачитывать, здесь будет скриншот. Те же деяния, второй пункт, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, группа лиц по предварительному сговору или организованной группой, с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети интернет, с искусственным созданием доказательств обвинения, наказываются штрафом и сроком до 5 лет. Третий пункт. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенное публично, наказывается штрафом в размере до 3 миллионов рублей, либо связано, что там, лишение свободы на тот же срок, то есть до 3 лет и так далее. То же самое, что в третьей части, но с использованием интернета, наказываются до 5 миллионов рублей и либо лишением свободы на срок до 5 лет. Ну, видимо, девушке предъявлено обвинение по части 3, то есть распространение, оскорбление памяти защитников Отечества. В комментариях есть, что, не к этой статье, но, в общем, для учебников сделаны исключения. Читаю вам. Публикацию на интернет-сайте газета.ру. Публикация сделана 22 сентября 2019 года в 12:00. До встречи в Берлине. Как нацисты передали Брест СССР. 22 сентября 1939 года в Бресте прошел парад вермахта и РККА. 80 лет назад, это в газете РУ написано, 80 лет назад в Бресте прошел военный парад вермахта и Красной Армии в честь разгрома польских войск и оккупации Польши. Газета РУ вспомнила неоднозначную страницу отечественной истории в формате онлайн-трансляции. То есть с начала Второй мировой войны, которая, я напомню, началась с 1 сентября 1939 года, вот прошло 22 дня, и 22 сентября 1939 года был парад вермахта в Бресте, который Брест, как вы помните, Брестская крепость, потом оборонялся Красной армией. То есть во время уже Второй мировой Великой Отечественной войны Брест был советской территорией. Вот скажите мне, как вы думаете, то, что я процитировал газету РУ, публикация доступна прямо сегодня, можете пойти почитать. То есть публикация доступна 25 апреля
25 года, 25.04.25, красивая дата, да? Вот в этой публикации говорится о том, что были какие-то совместные действия с вермахтом. Как вы думаете, то, что я процитировал газету РУ, это является деяниями, подпадающими под определение статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации? Или нет? Вопрос к вам. Но даже сейчас, когда я записываю это видео, я буквально стараюсь каждое слово фильтровать, потому что у меня совершенно нет желания получать обвинение в том, что я нарушил статью 354.1. Но тем не менее я должен вам рассказать об этой статье. В моем личном понимании, да, кстати, подпишитесь на меня, кто еще не подписан, и напишите мне комментарий, я очень хочу знать ваше мнение. Напомню, что комментарии, как правило, анонимные. YouTube не сотрудничает с российскими властями, и ваш комментарий не может быть использован для того, чтобы вас обвинили в чем-то. Слава богу, конечно. Вот, поэтому пишите смело комментарии, что вы думаете о моих действиях и о статье 354.1 о реабилитации нацизма. Давайте обсуждать эту статью, то, что в ней написано. Так вот, в моем личном понимании, осквернение, оскорбление памяти защитников Отечества — это то, что те немногие чудом дожившие ветераны, а напомню вам, что мой отец родился в 1939 году, и он был маленьким ребенком в оккупации, когда шла Великая Отечественная война. И он не дожил до 80-летия Победы. То есть те, что дожили, это люди в 90 плюс лет. Понимаете? То есть папе было сколько? 3 годика, когда началась Великая Отечественная война. Чтобы человек был участником ему должно быть 94 и больше лет. То есть, ну хорошо, я даже вот условно 13-летних зачисляю в партизаны, например. Ну, в 13 лет человек уже может поднимать автомат или еще что-то. Вот 13-летних. То есть они минимум, им должно быть сейчас 95, 94, 95 лет. Минимум. Это ветераны. В моем понимании оскорбление памяти погибших и ныне живущих — это когда ветераны живут на незаасфальтированных улицах, когда они ходят по камням и не могут добраться до своего дома, когда они их вспоминают только на 9 мая и приезжают к ним с большими концертами, но ни в какие другие дни о них не вспоминают. Я помню такого ветерана, дядю Ваню. Он, к сожалению, уже умер в горячем ключе, по-моему. Вот. Но он жил на улице Новосельской. И я лично видел, как только на 9 мая к нему приезжала администрация с, ну, может быть, еще на день рождения. А так в остальное время дорога была в ямах, в лужах. Сейчас это изменилось, но все равно улица Новосельская, как я думаю, до дяди Вани в том же плачевном состоянии, как и была. А вот ту улицу Титова, благодаря моим усилиям, удалось заасфальтировать. В общем, жду от вас комментариев, что вы думаете про этой уголовной статьей.
И почему происходит то, что происходит, почему дети сейчас в России, несмотря на разговоры о важном, несмотря на уроки военной подготовки, или как она сейчас там называется, у нас была начальная военная подготовка, потом ОБЖ ее называли, основу безопасности жизнедеятельности. Вот несмотря на это патриотическое в кавычках воспитание, почему дети себя таким образом ведут? Напишите мне комментарий, мне очень интересно, как вы в России, и не только в России, мыслите. Спасибо.